Привет и добро пожаловать на мой канал. Я его веду обычно на английском, но сегодня я решила записать видео на русском, так как здесь будут книги в основном прочитанные мною на русском, но также и на английском языке, поэтому я решила сделать его на русском. И сразу хотела бы сказать, что это не какое-то там... В общем, это видео просто мои впечатления, возможно, какие-то для вас интересные идеи, новые названия, новые имена и просто для будущего года новые книги для прочтения. В начале 2023 года я для себя решила, что я бы хотела прочитать примерно 12-15 книг на английском, нет, почти на русском, и где-то 3-5 на английском. И, собственно, у меня примерно так и получилось, чему я очень рада. Я не гонюсь за числом, но мне просто было важно прочитать как можно больше, чтобы узнать как можно больше всего нового. И просто вот эта как бы цель подстегала меня на то, чтобы читать дальше. И для меня это не было в тягость. Перейдем сразу к тем книгам, которые в итоге я прочитала. Первая книга я решила по порядку, как я их читала. Возможно, что-то я уже подзабыла, очень скорее всего. Но впечатления, которые у меня остались от этих книг, я еще помню. Первая книга, которую я прочитала в этом году, это Луиза Мэй Олкот «Хорошие жены». Я ее начала читать, потому что мне очень понравились маленькие женщины той же писательницы. То есть «Хорошие жены» — это просто продолжение историй всех сестер. И мне показалось очень интересным, как вообще завертела сюжет писательницы, потому что некоторые повороты вообще неожиданные, нежелаемые, если честно, лично для меня. Кому ее посоветую? Это тем, кому, во-первых, нравится творчество данной писательницы, кто уже прочитал «Маленькие женщины», потому что читать «Хорошие жены» без маленьких женщин не надо лучше, неинтересно. И в целом, кто хочет чего-то такого теплого, семейного, уютного, вот. Поэтому мне понравилась книга. Идем дальше. Дальше я прочитала «Цветы для Элджернона» Дэниел Кис. Тоже интересная книга, потому что она заставляет задуматься о многих вещах, о том, действительно ли должен быть человек гением, как он меняется, когда его разум меняется, когда его поведение меняется, когда в целом его мировоззрение меняется и окружение вокруг, и отношение этого человека к людям. Просто интересно посмотреть на эксперимент, который проводится в книге, и как при этом разворачивается эта ситуация. Понятно, что это все фантастика, надеюсь, вот, и что такое вряд ли случится в жизни, но очень заставляет задуматься о том, что вообще может произойти, если какие-то изменения с человеком происходят, и рад ли он вообще этим изменениям в итоге. Ну, книга действительно хорошая, тоже добрая, иногда можно и поплакать от сюжета. Я тоже советую тем, кто любит что-то такое и как бы замысловатое, чтобы подумать, и в то же время не нагружающее твой мозг. Идем дальше. Книга про самокопание, самопомощь, к себе нежно, Ольга Примаченко. Я надеюсь, что я правильно произношу фамилию. Для меня эта книга показалась слишком, как это сказать, ее было слишком много
в интернете, слишком много про нее писали, очень хвалили, говорили, какая-то как переворачивающая сознание книга. Для меня, наверное, слишком были завышенные ожидания из-за всех этих отзывов, из-за того, сколько было этой книги в интернете. В целом она приятная, она спокойная, но она не настолько прекрасная, ну, лично для меня, опять же, как ее все хвалят. Извините, это мое личное мнение. Не говорю, что она плохая, просто она не настолько прекрасная, как ее там все любят. И что хотела сказать, что книга Нисы, Джен Синсера, по-моему, она для меня показалась намного лучше, намного как-то сильнее, чем вот «К себе нежно». Идем дальше. Это такая же по тематике, наверное, примерно такая же книга. Это «Хорошие девочки отправляются на небеса, а плохие куда захотят». Уте Эрхарт. Тоже у меня такие двоякие впечатления от этой книги, потому что она супер феминистическая. То есть здесь прям женщина — это единственная сила. Я согласна, да, что женщина очень сильная, очень... она может свернуть горы, любая женщина. Но тут немножко, мне кажется, иногда перебарщивали прям откровенно. Но у меня здесь, кстати, даже больше пометочек, чем в «К себе нежно», потому что здесь действительно есть интересные мысли. Стоит ли читать? Мне кажется, что да, просто для того, чтобы осознать, что ты действительно сильная, ты можешь что-то. Но я думаю, что мальчикам это не особо подойдет, хотя почему бы и нет. Но это чисто, мне кажется, для девчонок книга. Так, еще одна интересная книга. Это «Парфюмер» Зюскинда, которая тоже очень много споров собрала, очень много мнений. Кто не знает, «Парфюмер» — история одного убийцы. Здесь про человека, который действительно совершал убийство из определенных помыслов, очень странных помыслов. И в целом рассказывается его жизнь, почему он убивал. В общем, просто это интересно с даже психологической точки зрения вообще понять его как человека вообще. Правда, что им движило в моменты, когда он совершал преступление. Интересно, но тоже книга, наверное, для людей постарше, не для подростков. Хотя, может, не для подростков, для таких взрослых подростков. Идем дальше. Это Олдос Хаксли «О дивный новый мир». Это антиутопия. Если вы поклонник антиутопий, то точно почитайте. Например, «Мы» Замятин, 1984 Оруэлла. И еще я нашла общую задумку с одной из частей «Облачного атласа» Дэвида Митчелла, если вы читали, вы поймете, про что я. Называется «Орион». Там тоже про такое будущее, которое не хотелось бы иметь, но возможно, кстати говоря, особенно учитывая, насколько быстро развивается наш искусственный интеллект. Интересно, на самом деле, почитать, что может быть и что уже есть из того, что написал автор. Дальше у меня идут книги, которые я читала летом, два больших произведения. Здесь у меня их нет, именно книг. Первая — «Братья Карамазовы» Достоевского и «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл. Книги, да, большие произведения про братьев Карамазовых. Немножко затянутая, потому что, ну, как-то многовато, мне кажется, можно было все-таки чуть-чуть поменьше сделать. Моментами скучная, сразу говорю лично мне, иногда интересная. Если вы не знаете, то вся книга, по сути, построена на расследовании убийства. Не буду говорить, кого вы, если что, прочитайте, если захотите. И вот мне лично было интересно, следя за сюжетом, разобраться, кто же в итоге стал убийцей. И в моменты, там, я иногда думала, ага, вот этот может быть убийцей. А потом появляется другой персонаж, такой, нет, вот этот, наверное. И, в общем, ты думаешь, еще смотришь за взаимоотношениями братьев между собой, отца с братьями. И, в общем, очень интересно смотреть в целом за взаимоотношениями.
В общем, интересно с какой-то стороны, но немножко затянутая. И вторая книга лета — это «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл. Просто, я не знаю, прекрасная книга. Я даже не знаю, что про нее сказать, потому что слишком много всего надо рассказывать. Мне очень понравилось, я очень советую ее прочитать каждому, потому что это и сюжетные какие-то интересные повороты, и военные действия, и любовные линии, и какие-то запутанные сюжеты, и плюс еще какие-то советы по устройству жизни. В целом книга большая, 2 тома, но она того стоит. Правда, у меня очень много осталось от нее впечатлений, мне очень понравилось. Так, и идем дальше. Это «Старомодная девушка», тоже Луиза Мэй Олкотт. Мне очень нравится ее стиль написания, легкость, поэтому я и взяла книгу «Старомодная девушка». Я подумала, что это будет нечто похожее на меня. Ну, кстати, в какие-то моменты, наверное, есть, но все-таки я люблю моду, понимаете. В ней есть какие-то необычности в сюжете. В общем, ее тоже стоит прочитать, особенно если вы любитель Луизы Мэй Олкотт. И остались книги на английском языке. Вот последняя большая книга, которую я читала, это «Столпы земли» Кена Фоллета. Я читала ее на английском языке в оригинале. Она очень тоже большая, и что скажу, она очень тоже противоречивая, она точно не для подросткового чтения, потому что она очень сложная, очень такая грузящая. Там есть и сцены насилия, убийства, то есть, точно нелегкая в чтении книга, как, например, «Хорошие жены». И чем мне понравилась книга, что она вызывает очень много противоречивых мыслей. То есть в одном моменте тебе нравится этот герой, потом через несколько страниц ты такой: что? Нет, мне не нравится этот герой, что он творит? В целом книга, кстати, про средневековье, но написана очень интересно, и действительно сюжет захватывает. Вот. Еще хотела бы немножко пару слов сказать про то, что я хочу в будущем почитать, в будущем году, и уже начать, возможно, в этом, потому что мой год 2023 еще не закончился. Здесь у меня 4 книги пока что. 2, которые я купила уже давно сама. Это Джейн Остин «Доводы рассудка». Потом «Самокопание», опять самоанализы, «Важные годы» Мэг Джей. Долго думала, брать или не брать, потому что отзывов много, они то положительные, то отрицательные. Решила просто понять для себя, интересная ли эта книга, полезная ли она. Вот. И 2 книги, 2 подарка на Новый год. Это 2 биографии, по сути. Генри Форд. Вот, мне очень интересно, хочется почитать, про что вообще. И Коко Шанель «Жизнь, рассказанная ею самой». Это книга, которую я очень долго хотела, очень много смотрела на нее, просто потому что мне нравится мода, мне в целом нравятся цитаты, которые я вижу от Коко Шанель, и ее философия, поэтому мне очень интересно было почитать в целом книгу о ее жизни, как она пришла к той версии себя, которую все знают в мире. Вот, подчеркнуть какие-то идеи. Наверное, видео получилось очень затянутым, возможно, местами неинтересным, но это были просто мои мысли, мои впечатления от прочитанных книг, и скорее это памятка себе самой, что я прочитала и какие книги мне понравились, чтобы потом, возможно, я открыла видео, пересмотрела и потом подумала, какую книгу мне перечитать, например. Или в целом потом, спустя года, посмотреть, какие книги я вообще читала и что мне было интересно, и какие вообще мои мысли по поводу этих книг, потому что, возможно, перечитав, у меня уже совершенно другое мнение о них. Вот. Спасибо вам за просмотр. Если вы книголюб, и вы уже читали какую-то из этих книг, либо не обязательно книголюб, если вы просто читали какую-то из этих книг, напишите свое мнение, либо же можете написать свой какой-то список любимых книг, или которые вы хотите прочитать в этом году.
Вот, мне будет очень интересно почитать, взять себе что-то на заметку, и это будет приятный обмен информацией, мнениями. Еще раз спасибо вам за просмотр и всего вам хорошего. Пока-пока.